Здравствуйте, всем привет! Давайте посмотрим сразу три главных монеты на рынке криптовалют, обзор, что показывает рынок и что показывает главный индикатор, это дельта объема, которая двигает ценой. Потому вот давайте посмотрим. Биткоин. У нас, вы помните, что недавно был очень стресс сильный был на рынке, это 11 числа. Но у нас еще появляться сигналы начали где-то на продажу, это 7 октября, там 9 октября начали довольно сильные продажи. То есть на продажу начало показывать, что тренд на понижение. Нужно готовиться продавать. Поэтому вот смотрим еще 9 октября, тоже в 17:15 по киевскому времени, тоже был такой, можно сказать, сигнал на понижение. И что в этом случае произошло? Смотрите, это биткоин, как мы знаем, это первая монета с очень большим объемом. То есть тут все, что происходит, оно влияет на рынок весь в целом. Потому вот нужно смотреть в первую очередь на биткоин, а потом на другие монеты. Давайте посмотрим. Тут сигнал был пересечение, что у нас начали ведмеди давить на рынок. И сейчас на данный момент смотрим после того падения, какое было сильное. Потому вот для меня это не была новость. Я еще на канале пост написал, посмотрите в постах, как раз перед падением, где-то вот в это время, прям перед сильным этим падением, написал, что не стоит покупать, не покупайте, потому что будет падение. Потому вот посмотрите, зайдите у меня на канале и посмотрите. И смотрите внимательно. Прошлый тренд, я вам сейчас покажу, сколько был рост. Линейку возьму, примерно отсюда будем считать, и примерно сюда. Это 9,90, ну 10% был рост. Это прошлый тренд по биткоину. Сейчас на данный момент у нас падение какое? Берем отсюда, и у нас минус 8,08% сейчас. Максимум было это падение до 15-16 даже процентов, примерно так. Потому вот смотрим внимательно. Что я хочу сказать. Сейчас на данный момент покупать не нужно биткоин. На данный момент. Потому что пока никаких сигналов серьезных там нет. Еще биткоин может упасть до 106-105 тысяч. Есть такая вероятность, что я смотрел разные другие, то есть можно сказать эти прогнозы и свой даю, что в принципе это может случиться, что биткоин упадет до 106-105 тысяч долларов. Поэтому давайте посмотрим. И еще одну монету покажу, а потом еще одну. Смотрите, эфириум. По эфириуму, в принципе, так же самое было. У нас сигнал появился крупный, это какого числа? Это 7 октября в 18:19:00. И давайте посмотрим, сколько сейчас у нас процентов вниз. На данный момент у нас минус 15%, максимум опускалось до минус 24%. Поэтому вот смотрим внимательно, если биткоин пойдет вниз, такая есть вероятность. И сейчас тренд не перешел на повышение, нету никаких пока месяцев, можно сказать, сигналов. Потому вот смотрим внимательно, не входим. Потому вот рекомендую вот так сделать, не входить, ничего не делать пока. А кто остался на понижении, оставайтесь и не выходите с этой сделки. И ожидайте следующее видео, которое я буду снимать, когда станет зеленым или появятся сигналы на повышение. Сейчас не стоит. Прошлый тренд, посмотрите внимательно, какой был. Он чуть-чуть рваный по объему был. Но в принципе торговать можно было. И смотрите, какие тренды оно показывает на эфириуме. Вот кому интересно, посмотрите, скажете. И давайте еще я вам покажу монетку BNB. Если вам было интересно, напишите комментарии, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. И я дальше буду снимать видео каждодневные или через день буду делать обзоры, микрообзоры. Смотрите. И у нас по BNB прошлый рост был довольно такой сильный, можно сказать. И я сейчас вам проценты покажу сразу. Это по индикатору этому объема, дельта объема. Это показывает направление цены, когда сейчас покупает
на данный момент больше в какую сторону. Потому вот, смотрите, плюс 23-23%, примерно я говорю. Это был рост прошлый по этому индикатору. Сейчас на данный момент у нас было падение, да, по BNB. У нас берем от этого, вторая, третья свечка, и идем сюда примерно. Плюс 7 было бы процентов или минус 7 на закрытие, примерно вот так. Но в самом деле опускалась цена максимум до минус 32%. Потому вот можно было и раньше выйти, но в принципе я говорю, что сделка, если от сигнала до сигнала, то она в плюс 7%, плюс 7-8%, где-то так. Потому вот сейчас на данный момент у нас сигнал по BNB пошел вверх. То есть, смотрите, пересечение было зеленые, видите, да? Зеленые, довольно большие свечи объема. И это нам говорит о том, что дельта объема сменилась на положительную. То есть покупают больше, чем продают. Потому на данный момент я думаю, что то есть Binance Coin, BNB может подняться до 1277, выше 1300 и пойти дальше. В принципе, BNB, можно сказать, восстанавливается полностью после такого сотрясения на рынке, которое произошло 11 числа из-за новостей и тарифов. Потому вот давайте посмотрим еще, я покажу вам, как работает этот индикатор. В принципе, с ним можно торговать. Я уже сделал прошлые ролики, которые я снимал, там уже была модификация, которую я сделал с этим индикатором. В принципе, можете посмотреть, кому интересно. А вот я показываю вот практически чистый, минимально модифицированный индикатор, который сейчас у меня на графике. Потому вот посмотрим внимательно. Потому вот давайте посмотрим, будет хороший этот сигнал на повышение или плохой. Все, конечно, зависит от биткоина. И я хочу сказать, что это видео не финансовые рекомендации, потому что вы тоже смотрите своими глазами, стоит вам что-то делать или нет. Потому вот я только показываю, что есть, и рекомендую смотреть, а не делать то, что я показываю. И на данный момент положительная дельта по BNB, стоит покупать или нет, вы сами решаете. А вот другие монеты, что по эфириуму, например, вот сейчас, тут не стоит покупать. Это я вам говорю, так что не стоит. И по BNB пока, то есть биткоину пока не стоит, потому что дельта отрицательная и довольно сильно. Нужно дождаться, пока тоже пойдет на повышение. Но если биткоин резко упадет, то вот эфириум может упасть с высокой вероятностью, и BNB, и другие монеты могут упасть довольно сильно. Поэтому давайте посмотрим, как после 11 числа будет, что будет с рынком. Будет разворот, будет восстановление или дальше будет падение. Кому интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до следующих видео.